Всем привет! Сегодня будем делать подсветку под кухонный гарнитур. То есть для рабочей зоны, для приготовки пищи нужно нам немного осветить место, да, то есть на рабочем столе, на кухне. Вот. У меня уже она есть, я ее делал еще лет 7-8 назад, сейчас она испортилась, и я буду ее переделывать и делать дороже, качественней, усовершенствовать буду. Вот сейчас все подробненько покажу, расскажу, что у меня было и что я собираюсь делать. И заодно покажу, как сделать эту подсветку из светодиодной ленты для рабочей зоны на кухне, на кухонный гарнитур. Вот. Так, ну что нам здесь вот сейчас понадобится для данной работы, да, это купил я уже светодиодную ленту. Вот, нужно будет замерить под кухонным гарнитуром, сколько вам нужно метров светодиодной ленты, куда вы ее собираетесь приклеивать. Вот, только нужно ее купить. Лучше купить поярче. Вот, раньше я ее использовал, светодиодную ленту, в силиконовой оболочке, да, в силиконе. Вот, мне не понравилось. То есть сейчас я вам покажу, что с ней случилось. То есть у нее охлаждение хуже, вот, и силикон выгорел под светодиодами, и стал коричневый, желтый, и, короче говоря, освещение от него хуже становится. Вот, теперь я купил без силикона, то есть она дешевле, светодиодная лента, ну, практически в 2 раза. Вот, 1 метр светодиодная лента дешевле в 2 раза, выходит без силикона. Вот, и охлаждаться она будет лучше, и светить она гораздо лучше будет. Вот. Так, далее купил я к светодиодным лентам, это контроллер, ну, можно сказать, блок питания, или по-другому не контроллер, а драйвер, да, светодиодной ленты. Это блок питания, 12-вольтовые они. Вот, подрасчитывается на каждый метр, сколько нужно ватт. Вот здесь уже написано, вот 38 ватт, да. 2 контроллера у меня по 38 ватт, вот, и 1 контроллер 15 ватт. Вот, то есть у меня будет трехканальный, на 3 канала. Ранее у меня была только подсветка под гарнитуром, только для рабочий стол подсвечивался. Вот, сейчас я хочу сделать подсветку и светило, чтобы било в потолок в белый, и очень смотреться будет прекрасно, красиво. Потом, когда будет готово, уже покажу, продемонстрирую. И подсветку хочу сделать внутри гарнитура, тоже продемонстрирую в конце, как все это дело будет выглядеть. Все очень красиво. Внутри гарнитура будет тоже подсветка. Гарнитур у меня дубовый. Вот, и смотреться будет, думаю, очень красиво. Когда вечером включаешь, и подсветочка очень красиво будет смотреться. Так, далее купили мы блоки питания. Тоже подрасчитывается под ленту. Сколько длина ленты, грубо говоря, 14 ватт метр. Здесь вот написано на метр 14,4 ватта. Но я замерил ваттметром. В этой ленте, ну, китайцы, они всегда завышают. Это здесь 50% они завысили это показание. Не 14,4 здесь, а где-то, ну, порядка 8 ватт на метр выходит. Вот, поэтому смело можно делить пополам и не покупать большие, мощные блоки питания, и не тратить лишние деньги, потому что чем мощнее, тем дороже они. Вот, поэтому рассчитывается, например, если у вас под кухонным гарнитуром вам надо 4 метра ленты, вот 4 умножаем на 8, вот, и покупаем, соответственно, вот такой вот блок питания на 38 ватт. Это вот рассчитано на 4 метра. 12 вольт, 38 ватт. До этого достаточно. Никаких 14,4 ватта здесь нету. Это все завышение. Китайцы, они любят все завышать. Далее, что нам нужно будет, я вот купил здесь, раньше я такой не делал, не ставил. Все это делал, я просто приклеивал на самоклейку, как на светодиодной ленте. Отклеил ленточку, приклеил на самоклейку, да, эту ленту, гарнитуру. Все, то есть я ничего больше не делал. То есть охлаждается она так хуже. Она очень сильно перегревается, если долго горит, включенная. Поэтому я решил поставить, вот, приклеить на двухсторонний скотч вот такие алюминиевые уголки. Это 25 на 10. Вот.
И вот где-то вот, это 20 на 10, а этот у нас 25-ка полоса. Полоса 25-я, это не уголок, она будет лежать у меня сверху на гарнитуре, который будет светодиодная лента бить в потолок, светить. Так, а это у нас под гарнитур будет уголочек. Я буду приклеивать его под гарнитур и приклеивать вот сюда светодиодную ленту. То есть этот вот буртик, он не будет нам давать свет в глаза, когда мы будем сидеть напротив гарнитура. И это, от этой светодиодной ленты в глаза не будет яркий свет бить. Вот поэтому я решил взять вот именно с буртиком, да, уголок. Вот уголок, это у нас 20 на 10 уголок. Вот сейчас можем мы его даже замерить. Да, 20 так и есть. У нас это 20 на 10. Так, купил я его у нас, естественно, 4 метра вниз уголка, так как у меня 4 метра длина будет светодиодной ленты внизу. И 4 метра полосы, это у нас будет сверху идти на гарнитуре для охлаждения. То есть лучше будет охлаждаться светодиодная лента, тем самым она будет меньше перегреваться, и светодиоды будут меньше деградировать. То есть на дольше ее хватит вам, чтобы она светила больше лет. Так, что нам еще нужно будет? Это скотч двухсторонний, приклеить можно будет этот вот уголок к гарнитуру. Если будет плохо держаться, можно будет просверлить в нескольких местах дырочки и прикрепить саморезиками мелкими. Так, но это отступление. Так, что нам нужно будет еще? Это проводки, то есть провода очень тоненькие, да, нужны будут для 12 вольт подключения плюс-минус. Вот такие у меня уже есть. Вот они у меня были, я их не покупал. Вот, накопились за несколько лет. Так, далее нам нужен будет вот такой контроллер на 3 канала. То есть я буду их подключать, это включались, чтобы у меня под гарнитуром освещение, сверху гарнитура будет включаться, свет будет бить в потолок. И третий канал, это внутри гарнитура будет подсветка. Вот. То есть трехканальный. Кому нужно будет одноканальный или двухканальный, они тоже отдельно продаются. Почему использовать хочу я блок с пультом? Намного удобней. Вот, в любое место можно его приклеить на двухсторонний скотч, да, к стене, к плитке. Вот, то есть можно пульт это туда поставить и включать уже прям непосредственно, да, уже подошел, включил, что вам надо. Вот, то есть намного удобнее, чем ставить где-то кнопку. Вот, включатель, да, тумблер. У меня был на тумблере, да, это дешевле, вот, но тумблеры, они со временем все равно выходят из строя, почему-то там вот под гарнитуром либо влажность, либо там, я не знаю, пока готовишь, наверное, вот эти жиры летают, но они как-то вот, контакты становятся плохими, вот, и контакт слабый, и лента то гаснет, то мерцать начинает, вот, то есть от этого, того, что контакт плохой именно в этой кнопочке. Подойдешь, кнопку потрогаешь, свет опять нормально загорается. То есть не очень приятно, мне надоело туда-сюда вставать с дивана, да, и постоянно трогать эту кнопочку, чтобы не моргала, либо выключать ее. Вот, намного будет проще сделать вот такой трехканальный пульт, поставить блок, да, с пультом трехканальным. Вот, у кого-то будет, если, например, одноканальный или двухканальный, тоже они продаются. Ссылочки все я могу оставить под видео, можете посмотреть. Или и заказать на AliExpress. Я все это дело нашел у себя в городе в магазине. Пульты эти продаются там, где продают люстры, ну и какие-то электротехнику различную, да. Вот, светильники различные, розетки, выключатели. Вот там я такой пульт нашел. В Леруа и в Мегастрой они дороже. Почему-то там 1150 вот такие стоят трехканальные. Нашел я на рынке, на нашем городе, на рынке, да, 800 рублей такой аппарат стоит. Вот. То есть практически как на AliExpress. Вот такая же цена. Вот. То есть если поискать, то можно найти. Также светодиодные ленты я купил в магазине. Метр 120 рублей стоит в магазине, где светотехника всякая продается. Также блоки питания. Вот, тоже все нашел в городе. Вот. И провода все те же там же продаются. Вот. Скотч тем более двухсторонний. В канцелярских магазинах их можно найти, эти двухсторонний скотч. Либо в автомобильных запчастях тоже скотч двухсторонний продается. Так,
Все, да, то есть можно использовать обычный включатель. Это самый дешевый вариант. Он стоит рублей 50. Этот стоит 800 рублей, но он гораздо качественней и удобней. Вот. То есть у меня на всех люстрах стоят пульты. Это очень удобно. Вот. То есть я решил поставить пульт, чтобы не заморачиваться с этой кнопочкой. Вот. Мне не понравилось с кнопкой и решил поставить пульт. Так, что у нас по инструменту? Это зачищать изоляцию, нужен стриппер. Так, кусачки небольшие, ножик небольшой, да. Все, по мелочи. У кого стриппера нет, можно зачищать ножиком. Все. Сейчас продемонстрирую, что у меня было до этого, светодиодная лента какая. Так, вот так вот она у меня включена, светодиодная лента. Вот можно видеть под гарнитуром. Здесь у меня к вытяжке приклеена. Вот видно то, что нигде проводов нет. Вот, а она светится. Вот, все провода пропущены внутри гарнитура, просверлено отверстие. И светится вот таким вот образом. То есть нигде нет проводов. Все приклеено. Обычно лента отклеивается, защитная пленка, да, и приклеивается на двухсторонний. То есть здесь уже самоклеющаяся вот эта вот светодиодная лента. Она в силиконе. Можно видеть, как она светодиоды выгорели. Здесь мало заметно, но они очень сильно заметно, когда обычным глазом смотришь. Вот. Я не знаю, здесь видно, не видно, да? Ну, наверное, на камеру это не так передается. Но свет от них очень стал плохой. Светодиоды выгорели. Вот я выключил свет. Так, вот, можно посмотреть, во что превратились эти светодиоды, да? Вот этот силикон под светодиодами, он выгорел. Можем видеть, и коричневого цвета стал. Вот. То есть я решил больше светодиодные ленты не брать с силиконом, а взял обычные без силикона. Вот то же самое, вот он горит, его незаметно выключаешь, и светодиоды, они все коричневые. Вот. То есть света от них очень стало мало. Включатель я приделал вот из внутренней стороны вытяжки и включает, выключает. То есть его и не видно. Рукой взял, включил, и все нормально. Вот, буду делать внизу, прикреплять уголок алюминиевый. Уже алюминиевый уголок, он будет закрывать светодиодную ленту, чтобы в глаза, когда сидишь на диване, не светило в глаза. Вот. И будет лучше теплоотдача, не будут так сильно нагреваться светодиоды. То есть намного лучше будет, дольше их хватит. Да, внутри буду делать в гарнитуре тоже подсветку. Вечером это будет очень красиво смотреться. И сделаю на гарнитуре подсветку, которая будет бить именно в потолок, в белый. И отсвечиваться будет очень красиво смотреться. Вот, когда сделаю, включим и запишем видео, посмотрим. Продемонстрирую, что получилось. Вот, все. То есть, как сделать светодиодную ленту, чтобы не было нигде проводов, это просто здесь вот в концах вытяжки сверлится отверстие, в них пропускаются провода, паяются. Я делаю все на пайку, плюс-минус, чтобы провода были отмечены, да, один провод должен быть отмечен от минуса, чтобы было заметно, куда припаивать плюс и куда минус. На светодиодной тоже ленте все указано, где плюс, где минус, то есть не ошибетесь. Пропускаете все это дело в вытяжку, пропускаете ее провода сквозь вытяжку наверх, и наверху уже подсоединяете все. Здесь то же самое. Вот с этой стороны провода здесь нету, я ее буду отдирать все равно. Так, здесь ее нету, провод идет вот здесь. Вот он здесь вот припаивается конец и выходит, идет наверх. Идет наверх на гарнитур, выходит. Вот. И эта лента тоже, ее здесь вот провода нет, можно видеть. Этот провод, он идет подключен в другом конце. Вот. И наверху они уже будут подключаться вместе. Вот здесь вот у меня можно видеть просверлено отверстие туда вовнутрь. Вот, и провод туда вовнутрь заходит.
Вот таким вот образом. Здесь, чтобы внутри шкафа тоже не сверлить, много отверстий, я его просверлил в стенку, вот, загнул и в стенку назад вывел эту гарнитуру. И сзади гарнитуру уже вот здесь вот провел провод наверх. И вверху все эти светодиодные ленты соединяются вместе и подключаются в блок питания. Вот, все это просто сделать не тяжело. Потратить, конечно, это придется целый день, потому что эта пайка очень много времени занимает, приклеивание, все вот этого, вот эти вот углы надо резать 90 градусов, потому что они, светодиодная лента не загибается так вот 90 градусов, приходится отрезать и подпаивать проводками. Здесь вот я просто белой изолентой заклеил, и ничего не видно. Эту ни пайку, ничего не видно. Где-то что-то у меня вот отклеивалось, я подмазывал силиконом белым силиконом подмазал, прям приклеил, и он приклеилась намертво, уже ничего не отклеивалось. Вот, но это если где-то что-то отклеивается в каких-то местах, плохо держится двухсторонний вот этот скотч самоклеющийся, я приклеивал в некоторых местах силиконом. Но это на крайний случай, а так он обычно нормально держится. Так, все, сейчас начну делать, отрывать. Так, ну вот я подготовил, нарезал уголки уже по размеру, разметил, сколько размер нужно отрезать. Сейчас буду наклеивать на него двухсторонний скотч, такой тоненький. Продается он в канцтоварах. Можно найти такой скотч тонкий. Вот сейчас буду наклеивать и подготовил, здесь тоже обезжирил заранее. Отклеил эту ленту. Вот она, эта лента, отклеил. Вот, можно видеть, как здесь идут проводки. Вот она сюда просверлено отверстие, пропущено. Вот. И подключено. Вот здесь у нас вход будет. 12 вольт отсюда подходит. Вот. Здесь она за этим проходит, и здесь вот будет выходить. Здесь она заходит от ленты. Далее она внутри шкафа проходит провод. Вверху просверливается дырочка, выходит, заходит в вытяжной шкаф. То есть она проходит по вытяжному шкафу. И вот она, можно видеть этот провод. Опять припаивается, то есть сверлится небольшое отверстие, выпускается провод, припаивается плюс-минус, приклеивается лента светодиодная. Здесь я алюминиевый не буду уголок клеить. Здесь у нас есть такой вот буртик деревянный, и за ним, как бы, когда сидишь, не видно эту ленту светодиодную, но освещает она рабочую зону очень хорошо. И здесь этот вытяжной шкаф, он металлический, и охлаждается эта лента тоже нормально. То есть охлаждение у нее будет. Здесь тоже у нас сверлится отверстие, выпускается провод, вот он идет, вот, и припаивается плюс-минус, и выходит уже из вытяжной трубы, то есть из вытяжки. По верху она пропускается, проходит по верху, и здесь опускается за шкафом. За шкафом опускается она. Я ее просверлил, здесь вот отверстие за шкафом, да, выпустил сюда провод и просверлил вниз. Вот она у нас здесь вот внизу выходит, и это у нас получается конец ленты. То есть она вот так вот приклеивается до конца, и вот здесь у нас уже конец получается. То есть здесь у нас в конце ленты провода нет. Все, то есть она заканчивается. Включатель точно так же пропускается. Вот он здесь идет, включателю провод 12 вольт, плюс включается, выключается. Все. То есть все очень просто. Вот сейчас я буду этот включатель, я его не буду ставить, сделаю на пульте. Все, сейчас я клею на двухсторонний скотч алюминиевый уголок. Да, не хочу я профиль специальный для светодиодной ленты покупать. Вот, сделаю таким вот образом. Да, есть, конечно, светодиодные специальные такие алюминиевые профиля. Вот, то есть они уже сделаны с
специальный рассеиватель там есть. Но они подороже идут, то есть они еще дороже выйдут. Я сделаю так. Мне так проще, я думаю, будет, и света будет от них побольше идти, потому что светодиоды они не будут с рассеивателем, то есть от них света побольше будет все равно. Так, все, сейчас я приклеиваю, потом, когда приклею уголок, сюда к уголку приклеивать буду светодиодную ленту. Так, все, прикрепил я алюминиевый уголок. Это он на двухстороннем скотче держится. И сейчас можно будет еще просверлил вот здесь отверстия. На всякий случай прикреплю их с саморезиками. Ну, на всякий случай, потому что двухсторонний скотч, ну, как бы это не такая сильная надежная штука. Вот, поэтому я прикреплю их еще вот такими маленькими саморезами. Это 2 на 6, по-моему, саморез под потай. Вот, сейчас прикреплю их и буду клеить уже к ним светодиодную ленту. То есть здесь у нас вот буртик получается такой, да, уголок. И крепить ленту светодиодную буду уже вот по краю этого уголка алюминиевого, чтобы световой поток проходил под углом сюда и хватало на рабочую поверхность стола. Так, ну все, и когда будешь сидеть напротив, да, гарнитур на диване, он будет как бы в глаза светить не будет уже. Все будет замечательно, светить будет настолько на стол. Так, по поводу того, как паять в углах 90 градусов, вот таким вот образом я изоленту отлепил белую, и получилось вот таким вот образом. Сейчас я эти же проводки отпаяю, и к этой же светодиодной ленте пойдет, которую буду клеить, эти проводками и припаяю обратно. То есть все 90-градусные углы паяю вот именно вот таким образом. В принципе, можно загнуть светодиодную ленту, посмотрим, может быть, я не буду паять в углах. Видно будет. Без силикона, в принципе, ее легко загнуть будет 90 градусов, подогнув немного ее. Сейчас посмотрим, видно будет. Ну вот, если что, вот я паяю 90 градусов вот именно вот таким образом. Так, вот таким вот образом получилось. Приклеил уголок алюминиевый, приклеил туда ленту светодиодную. Вот таким вот образом получилось. Так, сейчас включим и продемонстрирую, как все это дело выглядит. Все, то есть подсветка включилась, и все подсвечивает очень замечательно. Отходя на расстояние, садясь, да, грубо говоря, на диван, и в глаза ничего не светит. Вот это на уровне глаз, все нормально. То есть уголок закрывает светодиодную ленту. Вот, все нормально, как и планировалось. То есть все достаточно замечательно освещается. Рабочая зона освещена хорошо. Вот я сейчас выключаю. Вот, можно заметить, как все очень хорошо светло. Так, включатель этот, как я и говорил, то что вот я его включаю, он, можно видеть, как он, вот я нажимаю, да, он моргает. То есть не качественные какие-то включатели. Я, скорее всего, просто его уберу, сниму отсюда, демонтирую и подключу через пульт. Пульт управления будет, то есть коробочка, контроллер будет лежать наверху. Наверху у меня там розетка уже подключена, как вытяжка. Вот, также будет там блок питания лежать. Подключу контроллер, 3 блока питания, которые будут 3 зоны регулировать света, да, то есть включать. Подсветка внизу, подсветка сверху по гарнитуру, бьют в потолок, которая, и подсветочка будет у меня вот за стеклом, то есть подсветка внутри гарнитура будет вот за решеткой и здесь за стеклом. То есть вся подсветочка будет работать, 3 зоны подсветки. Так, наверху сейчас покажу, тоже приклеил уже алюминиевый профиль
не уголок, а уже полоса алюминиевая. Вот, приклеена. И приклеил к ней уже ленту светодиодную. Вот таким вот образом. Оттуда будет у меня запитываться 12 вольт подходить. И здесь у меня будут лежать контроллеры. Это старый контроллер, я его уберу отсюда. Так вот у меня был на разъеме. Так, все, сейчас я буду подключать контроллер. И потом уже запишу видео. Так, сейчас я буду подключать вот эти 3 блока вот к этому пульту. Он управляет 3 каналами. Вот как мне и нужно будет. Один сверху канал, да, подсветки, один снизу, один будет внутри шкафчиков подсветка. Вот. Все по разной мощности, да, по длине и по мощности рассчитываются и покупаются. То есть мне вот на 4 метра 38 ватт я купил. Как я уже говорил, вот эта вот светодиодная лента, она где-то около 15 ватт на метр. Китайцы заявляют, но на самом деле где-то 8 ватт в ней я померил ваттметром. Рассчитал то, что 4 умножить на 8, вот, ну, мне 38 ватт, то есть самый раз будет. Вот. Будем подключать один у меня вниз на нижнюю, да, ленту. У меня ушло где-то 4 метра ровно. Наверх у меня ушло 4,5 метра. Вот. Ну и на шкафчике там меньше метра уйдет. Вот. В дальнейшем я, наверное, еще сделаю подсветку внутри шкафчиков и в нижних шкафчиках. То есть дверцу открываешь и свет будет загораться. Вот. То есть иногда бывает то, что залазишь в шкафчик, да, открываешь, а там темнотища вдали и не видать особо там ковыряться, смотреть, что-то искать, да. Вот. То есть хоть фонарик включай. Вот. Я, наверное, сделаю все-таки подсветку туда. И подключу к одному из блоков. То есть, может быть, отдельный блок сделаю. Вот, видно будет, чтобы шкафчик открываешь дверцу, срабатывает концевичок и включается свет. Вот, но это уже другая история. Вот. Сейчас хочу еще показать одну вот вещь. Вот такой есть регулятор, да, диммер, который регулирует поток света. То есть регулирует световой поток от большего к меньшему. Вот. Также ссылочку я могу оставить его в описании видео. Он вообще недорогой, где-то, ну, порядка, я не знаю, около 100 рублей, наверное. Примерно. Сейчас я уже не знаю сколько, потому что цены пляшут. Вот из-за этих доллар то поднимется, то понизится его. За ним не углядишь, уже устал уже следить за ним. Вот. Так, ну, в любом случае, сейчас я включу, продемонстрирую, как он. Вот, хочу ребенку на детскую кроватку повесить вот сантиметров 50 такой ленты. Вот, и буду ставить, наверное, вот такой диммер, чтобы можно было на ночь как ночничок оставлять, да, ребенок сам может включать, выключать, потому что подключается здесь 12 вольт, он безопасный, куда-нибудь я его встрою, и он сам будет его включать и выключать. То есть здесь уже имеется и включатель. Вот, сейчас мы его включим в розетку. Вот светодиодная лента загорелась, да, включилась, и мы можем вот его прибавить на всю мощность. И сейчас мы его убавляем. Вот мы видим, то есть светодиодная лента горит в пол накала, даже меньше. Вот. Это то, что нужно. То есть вот я прибавляю. Вот на полную мощность мы прибавили. И вот она вот так регулируется. Вот. Можно совсем его выключить. Вот, до щелчка. И с щелчком включается. Вот на минимальных он так вот светит, как ночничок, будет вообще отлично. Вот, сам может ребенок включать, вот, либо в туалет пойти, либо еще что-то забоится, включил, да, будет все замечательно. Так, подключается он каким образом? То есть блок питания 220 подключается, вот от 12 вольт выходит вот в этот блочок. Здесь все внизу подписано. Вот.
подключается, вот где написано 4,5, от 4,5 до 35 вольт можно подключать сюда, вот, регулировать. И уже где мотор, туда подключается наша светодиодная лента. Вот, плюс, минус, там тоже все указано, куда подключать. То есть клеммные колодки, все замечательно. То есть подключили и пользуемся. Вот где мотор, подключаем светодиодную ленту. Все, и регулируется. Точно так же можно подключать какие-то там небольшие кулеры, моторчики. Тоже регулируют обороты. Вот, все. Ну, сейчас мы будем заниматься непосредственно подключением вот этого контроллера с блоком, с пультом. И покажу, как, где, куда, какие провода подключать. Итак, распаковали мы наш пульт дистанционного управления, да. Вот это у нас сам контроллер, сам пульт. С креплением можно к стене будет прикрепить, да, повесить либо вот на саморезы, либо на двухсторонний скотч. Так, также в комплекте идет у нас батарейка для него, для пульта. Вот, инструкция на русском языке. Ну, здесь она так себе, инструкция, да, гарантия, хотя дали год. Вот, по чеку. То есть инструкция здесь, ну, самая такая необходимая информация, как сколько метров до расстояния 30 метров. Это самая важная информация. И подключаемая нагрузка к каждому каналу до 1 киловатта. Вот. Ну, в принципе, здесь нам больше тут информации никакой и не надо в этом мануале. Это все мы можем брать в стороночку, да, с чеком, сохранить коробочку. Может быть, по гарантии, если что-то случится, можно поменять. Вот. По подключению. Сейчас здесь вот на коробочке, здесь вот на контроллере все нарисовано. Так, и поподробнее расскажу. У нас один идет черный, вот здесь он указан, самый первый кабель, то есть провод. Он идет у нас черный и общая линия, то есть подключается к нему, ну, то есть каждая вот красная, вот вернее желтая, синяя и белая, да, это 3 у нас линии А, Б, С. Вот. И то есть вот синяя, да, А линия подключается к блоку питания, и черная вот одна, да, вот, то есть она общая идет. То есть можно сказать, вот от этого провода можно, ну, 3 провода еще пойдет. То есть они подключаются к блокам питания. То есть эти 3 блока питания, вот эти наши, да, которые пойдут к светодиодным лентам, вот, к этим 3 блокам питания нужно будет подключить по очереди. Вот, к одному блоку питания синий, это вот питание именно 220 вольт будет к ним подходить и отключаться пультом. А подключаться к 220 сам контроллер будет у нас это 2-м черным и красным. Вот, это у нас вот будет подключаться 220 сам контроллер. Их в сторонку, да, то есть так здесь у нас и написано. Вот черный и красный. Они размыкаются. Красный, это как обычно идет у нас фаза, черный это 0. Вот, нейтральная линия. И черный, как нейтраль, он идет у нас общий ко всем. Вот он идет, самый первый, он идет общий ко всем этим блокам питания. То есть от одного вот этого провода, да, черного, мы разносим ко всем этим 3 блокам питания на 0, подключаем. Вот, тоже здесь у нас все указано, где фаза, где 0, тоже все размечено. Вот, здесь у нас V плюс, V минус это выход уже 12 вольт, а вот здесь у нас вот L это фаза, N это 0. Вот, и все также подключаем по клеммам, фаза и 0. Вот, то есть 0 черный, да, общий подключаем к этому, черный общий подключаем к этому, черный общий подключаем к этому, к нулям. Потом идет у нас красный, вернее не красный, а синий. Синий, то есть это получается у нас первая линия. Вот, то есть подключаться она будет у нас включаться нижняя подсветка гарнитура.
она у нас подключается фазный, то есть на L. Дальше идет у нас белый провод, он подключается ко второму блоку питания в буквой L назначенная, то есть это фаза. И желтый кабель, он подключается тоже к L, к третьему блоку питания. Это уже тоже фаза, он будет размыкаться. То есть 3 у нас получается блока питания. Они будут размыкаться вот этим пультом, отключаться. Вот. Черный, вот здесь второй, и красный, это у нас идет в розетку 220 вольт, подключается сам блок. Вот и все. Здесь сложного в принципе ничего нет. Единственное, что у нас вот от этого одного провода, от черного, он общий. То есть от него отходит 3 провода. Нужно к нему припаять 3 провода будет и подключить сюда, сюда и сюда к нулю. Вот и все. А здесь уже на выходе 12 вольт, здесь 12 вольт и здесь 12 вольт. Они подключаются к светодиодным лентам. Вот и все. То есть проводками тонкими отводите, куда вам нужно уже к потребителю, да, где у вас светодиодная лента приклеена, туда и подводите. Вот, в принципе, вот таким вот образом он подключается. Сейчас я все это дело подключу, установлю сверху гарнитура. Вот, и потом уже все продемонстрирую, как это будет включаться и как выглядит. Так, вот, подсоединил я вот таким вот образом. У нас синий это А канал, белый Б и желтый С. Вот, все как на схеме. Точно так же все подключил к блокам питания. Вот. Это синий фазный провод к L. Этот белый ко второму линии, желтый к третьей линии. Да, и вот этот вот общий черный, самый первый провод, он подпаял к нему 3 провода, да, то есть он общий идет и идет на N, подключается на нейтраль. Также он подключается к первому, второму, третьему каналу. Все. Эти 2 провода, черный и красный, они подключаются к 220 вольт, то есть они пойдут в розетку. Вот. Все, сейчас можно будет подключать, а сюда 12 вольт подключаем наши каналы, то есть светодиодные ленты. Вот, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Вот, все. Сейчас будем подключать и потом уже покажу, что получилось. Так, все, установил я пульт, блок с пультом, да. Вот, сейчас я нарезал вот такие фрагменты светодиодной ленты по 3 светодиода, по 5 сантиметров, да, где вот можно их резать. Вот в этих вот местах буду паять, подсоединять проводками, вот, типа вот таких, вот, и буду эти фрагменты приклеивать внутрь шкафчиков. То есть вот у нас идет здесь 3 отсека, да, 2 полочки, получается стеклянная, и у нас получается вот, будет приклеиваться с этой стороны. Вот, там такая ниша, такая небольшая есть. Туда буду вклеивать, и о них при открывании не будет ни проводов не видно, ни светодиодов. То есть они будут находиться. Вот таким образом приклею, да. Вот. И на 3 уровнях вот по 3 светодиодика будет гореть. То есть это нужно для небольшой подсветочки. Вот, в вечернее время очень замечательно будет красиво смотреться. Вот здесь точно так же будет с этой стороны приклеено 3 штуки. Вот здесь будет приклеено сверху. Вот внутри сделаю достаточно 2 штучки приклею, много не буду. И сверху вон там тоже на дно приклею, вот на полочку снизу приклею тоже 2 штучки, достаточно, много не надо. Вот, и в этой стеклянной тоже также сделаю 3 штуки. Вот, не знаю, пока не решил где. Возможно, буду делать снизу подсветку. Вот, может быть, сбоку сделаю, пока не решил. Вот, также буду делать и внутри, скорее всего, но это не сегодня, это в следующий раз. Просто скажу то, что каким образом это будет делаться, да, то есть можно будет сделать подсветку, да, куда-то опять же, вот, либо сверху, вот, либо где-то сбоку, да, чтобы ее не видно было. И она будет освещать здесь вот у нас полочки, тем более в вечернее время очень замечательно, когда открываешь, вот, чтобы было все видно. Вот, при открывании
Концевичок можно поставить в верхнюю часть, вот самый угол, концевичок. При открывании будет включаться у нас свет. То есть это можно сделать в любых, особенно вот где мусорное ведро стоит, там большой отсек такой, там можно сделать поярче, не 3 таких вот светодиодика, а побольше. Вот, и во всех шкафчиках можно также сделать. Вот, но это уже на будущее. Все, сейчас я буду делать, клеить вот эти фрагменты и подсоединять, потом уже покажу, что получилось. Так, ну вот я дождался вечернего времени, вернее уже ночного, вот уже ночь. И посмотреть, как будет выглядеть подсветка вот этого гарнитура в ночное время. Вот, ну, как я и задумывал, все выглядит суперски. Сверху подсветка идет над гарнитуром, подсветка под гарнитуром, что характерно, в глаза не бросается, да, сразу в глаза не бьет этот свет, потому что закрыто уголком. Вот. И внутри в шкафчиках тоже подсветочка. Вот. Сейчас вот мы будем управлять, да, А, Б и С, 3 канала. Вот. Отключаем мы вверх. Вот, отключили мы верхнюю подсветку, отключили мы нижнюю подсветку. Вот осталась у нас подсветка внутри гарнитура. Подсветка в шкафчиков. Ну, в принципе, все отлично. Вообще суперски смотрится. Вот, включаем сразу нижняя подсветка. Сразу очень светло стало. И верхняя подсветка. Все, в принципе, замечательно. Все устраивает. Вот. Замерим. С утра будет немного включено подольше. Часок-два подержу включенной вот эту вот ленту нижнюю светодиодную, и замерим, сколько температура уголка алюминиевого пирометром. Вот, и посмотрим. То есть эта температура он будет снимать с ленты и отдавать в окружающую среду. То есть лента, светодиоды будут очень, как, так скажем, не будут нагреваться так сильно, как без этого алюминиевого профиля. Вот. В принципе, все. Так, сверху у меня тоже там алюминиевый профиль лежит. Только эта полоса алюминиевая. И на нее приклеил я тоже светодиодную ленту. Вот таким вот образом выглядит. Подсветочка, она у меня приклеена, как я и говорил. То есть вот здесь вот сбоку ее даже и не видно. Вот, и все отлично подсвечивает. Вот. Такая подсветка ненавязчивая, нормальненькая. Здесь вот сверху они бьют, вот, закрываются, и светильники не видно. Здесь я светильники прикрепил снизу, и их тоже не видно, но светит замечательно. Все. Пульты я повесил при входе на кухню. Один пульт будет у меня от подсветки гарнитура, и другой пульт это от люстры. Тоже трехканальное управление. Люстры я еще пока не повесил. В следующем видео будет у меня как сделать тоже подсветку светодиодную на люстре, на обычной. Вот. Гроздь вот это висит у меня 5 лампочек. В люстре будет у меня 5 ламп. Вот, по 25 ватт. Все это будет в следующем видео. Вот. Управление будет у меня вот очень удобно. Нравится, подошел, включил. Вот. И все управляется легко. Все доступно под рукой. Вот. Так, вот и все. Теперь настал следующий день, утро. И я держал вот эту вот ленту, включенную снизу, где-то примерно 2 часа. Включенная, да, где-то с 10 до 12. И сейчас мы ее замерим нашим пирографом. Вот так вот она выглядит в дневное время включенная. То есть у меня сейчас зашторены жалюзи, но на улице очень сильно солнечно. Так, выключаем вот так вот без подсветки.
Включаем и готовить уже намного комфортней. Так, включаем верхнюю подсветку и включаем внутреннюю. Вот так вот выглядит в дневное время. Так, ну, отключаем внутреннюю и верхнюю. И сейчас замерим нашим пирографом. Так, здесь вот алюминиевый профиль, его не замеряют, потому что от него отражение идет и там неточное измерение идет. Поэтому измерять буду саму ленту. Так, видим, да, 43, сейчас, не туда попал, вот, 46, примерно 46 градусов нагрелся вот этот вот профиль алюминиевый. Вот, если бы его не было, то есть светодиоды деградировать будут от перегрева намного быстрее. А так идет с него рассеянное тепло, то есть он рассеивает тепло в окружающую среду, да, вот, и снимает тепло со светодиодов, и светодиоды прослужат намного дольше, потому что бывает здесь эта лента включена и целый день, бывает полдня, ну, то есть продолжительное время включенное. Вот здесь вот у нас на металлической основе приклеено, то есть на вытяжке. Сейчас мы замерим. Так. Ну, 34 градуса показывает. 34. 35 градусов. Вот, 35 градусов. То есть это нормально. То есть вообще не перегревается. То есть здесь металла много, и все это на металл уходит, рассеивается тепло. Здесь вот у нас кусочек небольшой алюминиевого профиля, поэтому она погорячей. Немного погорячей стала. Вот здесь у нас вот длинный кусок алюминиевого профиля. И сейчас замерим. Здесь у нас 34. Вот. То есть 34 это вообще нормально. С этого края сейчас замерим температуру. Так, здесь у нас 34. 36. То есть нормально. Это все в пределах нормы. Но чувствуется, да, профиль тепленький. Вот. Тот коротенький, он погорячей. Вот, быстрее перегревается. Вот. Но если бы этого профиля не было, то есть эта светодиодная лента, она приклеилась, если бы просто к гарнитуру, как я это делал ранее, да. Тем не менее, пропользовался 7-8 лет. Вот. Но опять же, она была в силиконе. Это без силикона, она остывать будет намного лучше. Вот. Плюс еще алюминиевый профиль. Вот. То есть берите на вооружение, кто будет себе делать. Да, есть, конечно, уже готовые профиля с рассеивателем, да, который свет рассеивает, приклеивается сюда в уголочек, вот, гарнитура. Вот, но я решил сделать так, вот, купить, приобрести так вот и сделать как мне хочется, вот, а не как продается какой-то. Вот, но его опять же нужно искать. Все это дело, алюминиевый профиль я купил в Мегастрой, да, строительный магазин, Леруа Мерлен. Все эти профиля продаются. Так, что у нас по деньгам вышло? По деньгам у нас где-то в среднем 4000 примерно ушло. Вот на все это. У меня ушло здесь примерно 10 метров ленты сюда. То есть внизу 4 метра, наверху 4 метра, да, грубо говоря, примерно. И сюда раскинул еще остатки по шкафчикам. Вот, это у нас 1000 рублей, грубо говоря, ушло, да. 1000 рублей на ленту. 1000 рублей у нас ушло это на контроль, на блоки питания, 3 блока питания. Вот, это еще 1000 рублей. 900 рублей у нас ушло на алюминиевые профиля. То есть по 2 метра они идут. Сверху идут у нас пластины.
25 миллиметров шириной, алюминиевые. Вот, а внизу у нас уголок профильный, то есть 20 на 10 уголочек. Вот, то есть у нас внизу у нас 4 метра уголка и сверху 8 метров, и сверху у нас 8 метров пластины. То есть это у нас 900 рублей вышло. Так, еще у нас по ценам. Так, контроллер 800 рублей он стоит. То есть его можно найти и в магазинах продается. То есть, ну, в Мегастрое он такой 1200 стоит. Я нашел на рынке вот за 800 рублей. Точно такой же. Можно купить на Алиэкспресс. Вот, но я ждать не хотел. То есть пошел, купил, сделал. Вот. Ну, на Алиэкспресс примерно такая же цена будет стоить. Где-то рублей 700-800. Вот, в принципе, все. Ну, в среднем так и вышло где-то 4000 рублей. У себя там, кто будет делать, смотрите, рассчитывайте сами. Ну, там где-то вышло 3700, 3800. Ну, плюс проводки я не считал, тоненькие. Их можно тоже купить, у меня были. И скотч у меня двухсторонний был. Вот, то есть его тоже продается, можно купить на эти же, там, грубо говоря, осталось там 200-300 рублей. Так и вышло 4000 рублей вот на все это дело. Вот, но как я планировал, так и получилось. То есть все очень красиво, все замечательно. Вот, кто хочет, может себе точно так же сделать. Сложного ничего нет. Как контроллер подключать, я уже показывал. Вот. И следующее видео у меня будет по переделке люстры. Вот, то есть у меня вот она упала. То есть была закладная. Здесь у нас под натяжным потолком закладная, это вся рассыпалась, весь пластик. И люстра, хотя не тяжелая, где-то килограмм, я не знаю, 3-4, и она отвалилась все равно. То есть хорошо не упала на пол, не разбилась, а висела на проводах. Вот. Так, ну вот следующее видео будет у меня, как буду переделывать эту люстру. Также буду делать подсветочку. Вот у меня там уже контроллер такой висел к этой люстре, тоже трехканальный. Вот, буду делать также, включать 2 лампочки, 3 лампочки, и светодиодная подсветка будет сверху люстры. Вот, следующее видео, если что, можете посмотреть, зайти. Буду делать следующее видео вот по этой люстре. Так что подписывайтесь на наш канал. Вот. Также мы производим на заказ выжигатели. Вот. Немного небольшая реклама. Выжигатели эксклюзивные, профессиональные. Это пирограф, резак 2 в 1, то есть резак нехромой проволокой, и выжигатель пирограф, это классический. Также выжигатели молнии делаем, делаем сварочные аппараты контактной сварки, эксклюзивные, то есть по заказу. Какой клиент заказывает, такой и делаем мощности, вылет клещей для разных видов работ. Вот, так что переходите в наш канал, смотрите, подписывайтесь. Также у нас есть группа ВКонтакте и другие соцсети. То есть на Яндекс.Дзене у нас резервные каналы, на Рутюбе, вот, Телеграм. Вот, все ссылочки внизу в описании под видео. Вот, также я номер телефона прикреплю здесь внизу видео, будет тоже мой номер. Кто захочет заказать выжигатель или еще что-то, звоните. Вот. Все ссылочки также будут, постараюсь выложить на контроллер, где можно заказать с Алиэкспресс, светодиодные ленты. Вот. Также будут ссылочки внизу в описании. Вот. Потому что у некоторых нет, живут тут, например, в селах, больших городов рядом нет. Вот. Могут заказать себе на дом с Алиэкспресс. Так, ну все. Всем пока. До новых встреч.